Новинки сезона 2022 и 2023 года — это Bonfire и Pixio. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. В прошлых своих видео я вам показывал, как обрезать метельчатую гортензию, как посадить или пересадить саженец метельчатой гортензии в большую емкость, как поступать с купленными саженцами гортензии, как их правильно обрезать. Я вам показывал, как правильно вносить удобрения под гортензии. А сегодня я вам покажу, как правильно посадить метельчатую гортензию на постоянное место в грунт. Сажать будем саженцы с закрытой корневой системой. Это несложно, но есть некоторые нюансы, которые надо соблюдать. Нужно знать агротехнику метельчатой гортензии, и только в этом случае она вас одарит максимум своего цветения, и вы насладитесь вот этими огромными шапками цветов, которые нам дарит это замечательное растение. Новинки сезона 2022 и 2023 года — это Bonfire и Pixio. Невысокие компактные гортензии, вырастающие до метра, либо до 1,5 метра максимум. И еще у меня есть один саженец гортензии на посадку, называется он Infinity. Также компактная невысокая гортензия. Первое, что я вам показываю сейчас, это посадочная ямка. Она небольшая, в глубину она примерно около 30 сантиметров, и такая же она по ширине и длине, то есть квадратная ямка. В чем особенность, собственно говоря, посадки? Ну, конечно, все сорта метельчатых гортензий сажаются в принципе одинаково. Единственное, что надо соблюдать, это между низкорослыми сортами компактными мы можем оставлять меньшее расстояние, между высокорослыми сортами гортензий, которые вырастают до 2 и более метров, конечно, нужно оставлять расстояние побольше. Итак, выкопал я ямку, в нее я сейчас внесу очень хорошо всем известное удобрение. Вот такое, это не реклама, абсолютно показываю, чем я подкармливаю гортензии. Это осмокот. Осмокот очень долго, длительно действует как удобрение, медленно растворяется и достаточно высокого качества. Это уже признали практически все садоводы и цветоводы. Здесь примерно добавлено 2 чайных ложки удобрения. Немного. Слегка перемешиваю с грунтом. Ну и буду я сажать, пожалуй, вот Infinity, показывать вам саму посадку. Примеряю горшок, сразу в ямку ставлю. Вижу, что глубоковато, конечно, выкопал я ямку, потому что в таком случае получится заглубленная посадка. Поэтому я немного добавлю торфа. Торф нормализованный, не кислый, обычный нейтральный торф. Добавил торфа, уплотнил, еще раз примеряю. Ну, можно даже еще немного добавить. Ну вот теперь в самый раз. Видно, да, что вот изначально у саженца была заглублена корневая шейка, образовались даже корешки. Вот здесь такие небольшие, их видно. Ну, это бывает так иногда в питомниках, когда большое количество выращивают, то бывает и заглубляют. На самом деле заглублять сильно гортензию не нужно. Да и вообще заглублять ее при посадке не нужно. Аккуратно переворачиваю горшок. Видите, уже у меня проросли белые молодые корешки. Это очень хорошо. Не нарушая земляного кома, устанавливаю гортензию и досыпаю грунтом. Конечно, желательно, чтобы грунт был высокого качества, не содержал хотя бы сорняков, был плодородным.
Ну, решил я добавить вот так еще по краю торфа. Метельчатая гортензия, в отличие от гортензии крупнолистной, не требует закисления почвы, поэтому кислый торф добавлять не нужно. Метельчатая гортензия хорошо переносит обычную нейтральную почву. Если будет небольшое подкисление, то это ничего страшного, тоже все хорошо. Единственное, что нельзя, конечно, вносить такие удобрения, как доломитовая мука, либо зола. Вот ни в коем случае при посадке и подкормке гортензии не используйте золу. Слегка уплотняю, формирую небольшой такой вот холмик из земли и обильно поливаю водой. На одно растение рекомендую 10 литров воды полив. Поливать можно в несколько этапов. Если вода сразу не впитывается, полили 2-3 литра, подождали и еще раз полили 2-3 литра воды. И так несколько раз. После того, как вы полили растение, желательно его, конечно, замульчировать. Сделать это можно, опять же, с помощью либо торфа, можно даже использовать старые опилки, можно использовать компост, либо внести небольшое количество перегноя вокруг куста. И еще один важный момент вам подскажу, который многие игнорируют. Сейчас конец апреля, начало мая. В Подмосковье, где я нахожусь, в это время часто бывают как ночные заморозки, даже до конца мая такое случается, так и очень жаркие солнечные дни с палящим солнцем. Поэтому рекомендую молодые посадки гортензии укрывать. Сделать это можно, как вы видите, вот из такой обрезанной пластиковой 20-литровой баклажки сделать мини-парничок. Верхнюю часть не закрываем никакой пробкой, оставляем открытой. Вот так хорошо вдавливаем землю, чтобы не перевернуло это укрытие ветром. И вот это укрытие я оставляю как минимум на 2 недели. Если, конечно, обещают заморозки, то тогда я оставляю на более длительный срок. Вот смотрите, вот так это все выглядит. Под таким укрытием растению не страшно палящее солнце, не страшны ночные заморозки, несмотря на то, что гортензия метельчатая достаточно морозостойка, но все-таки молодые листочки могут повредиться как от яркого солнца, так и от холодных морозных ночей. Как вы поняли, посадить метельчатую гортензию в грунт достаточно просто, но нужно знать некоторые приемы агротехники, чтобы растение быстрее адаптировалось, чтобы оно быстрее укоренилось, и уже в этот же год она вполне вероятно зацветет. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видеоролики. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.